Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами делаем вот такой нежный елочный шар. Как обтягивать заготовки бархатом, шелком и сатином есть отдельное видео на моем канале, сегодня на этом останавливаться не будем. И приступим. Для работы я использую глину Криэл и мой любимый молд. Беру немного глины и заполняю молд. Буду заполнять все детали, так как у меня 5 яиц, и именно на лепку уходит очень много времени. Лепки надо много, поэтому, можно сказать, полдня, даже больше уходит только на лепку. Это при том, что у меня 2 молда. Если один, то, наверное, все 2 дня. И вот так заполняю. Затем лишнее уберу. Кто со мной давно на канале, уже не раз видел, как я это делаю. И сейчас вот самое крупное просто сверху немного снимаю. И вот так придавливаю. Теперь я беру немного воды и смачиваю. Много не надо, чтобы грязь не разводить. Беру карточку, кредитной карточкой. Это у меня старая кредитная карточка. И вот так все выравниваю. Еще немного воды. Так, лишнее убираем. И вот так. Пальцами еще раз придавливаем. И сейчас я вам покажу, как все чисто получается. И все детали отчетливые. Вот, очень быстро. Посмотрите, все заполнено. И все детали, все отчетливо у нас будет видно. И заполняю все необходимые молды. И отправляю в морозилку на минут 40. Именно в морозилку. Лепнину я вытащила из холодильника. И вот вы видите, как она хорошо вытаскивается. И все детали у нас отчетливые. Вот какая красота. И располагаю на игрушке. Все получается очень отчетливо. Даю немного оттаять. И затем уложу все. И посмотрите, как все отчетливо и ровно. И сейчас немного вот так надо подправить. Следим, чтобы все у нас ровно ложилось. И вот лепнина немного отходит и ложится. Укладываю вторую рамочку. И ангела. И оставляю сохнуть. Вот когда у меня все ровно, все поправляю. Сейчас лепнина будет отходить и ровно ложиться. Вот вы видите, здесь у меня все подсохло. И вот как она вплотную легла. Также ляжет и эта лепнина. И оставляю на ночь или на сутки. Моя лепнина подсохла. И сейчас я буду ее красить. Вот так разберу. При этом соблюдаю, где что на каком шаре. Шары откладываю. И буду использовать я акриловую краску. Она у меня с таким перламутром красивым. И просто беру и крашу. Не забываем красить все боковинки, чтобы все и внутри, чтобы все было красиво. В зависимости от краски, вот это у меня немного жидкая краска, возможно, мне придется красить 2 раза. Я использую первый раз эту краску. Но это смотрите уже сами. Если все при высыхании все будет блестеть и вас это будет устраивать, то вполне достаточно и 1 раза.
И так продолжаю красить все детали. Тут ничего сложного нету. Моя лепнина покрашена и отправляю сушиться. Моя лепнина подсохла, и я уже начала декорировать. И буду располагать я, так как у меня много лепнины, она не тяжелая, но в любом случае буду стараться располагать ближе к макушке. Если у меня здесь будет бантик, то вот примерно вот так у меня все это закроется, и вся лепнина видна. Поэтому как можно ближе вот так я приклею. И сейчас постепенно все это сделаем с вами. Приклеивать я буду клеем уху и наношу клей, но вот видите, не на самом краю, а вот 2-3 миллиметра отходя. И теперь вот тут по краям немножко так размазываю, чтобы у меня все держалось. Сразу не приклеиваю, даю несколько секунд, чтобы клей как бы затянулся, чтобы он у меня не потек. И теперь аккуратно беру и вот так симметрично располагаю. Вот, все у меня ровно, и сразу тоже не прижимаю. Даю немного закрепиться и только потом прижимаю. И вы видите, как все легло, вот все вплотную лежит. И даем окончательно закрепиться. Внутреннюю часть рамки я буду декорировать белой стразовой цепочкой. И вот наношу клей и на стеночки, и немного на саму заготовку. Начала вот здесь с середины, так как сверху будет другая рамка, и там все будет закрыто. И вот так передвигаю цепочку, и вот так постепенно все подклеиваю. Вот вы видите, я не сверху накладываю, а пододвигаю цепочку. Таким образом клей не вылезает, и все у нас чисто. И продолжаю работу. Верхнюю рамочку я также украшу вот такой цепочкой. Поэтому я просто снимаю нижний защитный слой. Так, не так легко его снять. Стараюсь не трогать руками. И вот так по краю, немножко натягивая, потому что она не сгибается. И немного вот растягиваем, вот так по чуть-чуть, аккуратно, вот так все располагаем и подклеиваем. Здесь можно использовать и стразовую цепочку. И вот так медленно я продолжаю работу. Вот что получается. Стараемся нижний слой не трогать пальцами, чтобы он у нас прилип и не было никаких, уже не отлипался. И продолжаем работу. Рамочки украшены. Теперь я снова беру клей и наношу его на рамочки. Вот я стараюсь на середину не наносить, то есть на края не наносить, больше на середину. И немного клею даю постоять. Сразу не подклеиваем, чтобы у нас ничего не испачкалось. Я прямо нанесу и на вторую сразу. И пока вторая вот клей немного затвердеет, я подклею первую. И даю закрепиться. Теперь нам надо подклеить ангела. И так как ангел вплотную не прилегает к игрушке, нам надо хорошо закрепить голову, крылья и ноги. Примеряем ангела и смотрим, где нам надо нанести больше клея. Примерили, теперь наносим клей. Я наношу клей
вот на все края крыльев, на ноги и на голову. Даю клею немного закрепиться, сразу не приклеиваю, иначе все размажется. И вот теперь уже можно подклеить. Укладываю и также не прижимаю сразу, даю немного закрепиться и затем прижму и до окончательного высыхания. И теперь сделаю бантик. В зависимости от того, какой бантик вы хотите, больше или меньше, берете ленту, отрезок побольше или поменьше. Вот я примерю, чтобы у меня одинаковые бантики были. Когда сшиваем, бантик чуть становится меньше. Это надо учитывать. Вот у меня сложено все. И теперь прошиваю. Тут все равно, как прошивать. Главное закрепить. У меня мелкие стежки. И закрепляем, делаем узелок. Теперь подрезаем края бантику и, конечно, обжигаем, чтобы у нас ничего не сыпалось. И пока у меня нагревается пистолет, я оформлю перо. Так, найду серединку и подклею стразы. И здесь еще мне небольшой кусочек нужен. Если вы хотите двойную, то, конечно, приклеивайте двойную. Мне хватает одной полоски. И теперь сделаем серединку бантика. Я взяла ленту и подвернула ее на две части. И просто немного клея спереди. И подклеиваю сзади. Конечно же, обрабатываю огнем и все подклеиваю. И даю закрепиться. Теперь я подклею бантик. Нанесу клей. Даю бантику закрепиться для начала. И я подрезала тонкую ленту, также, чтобы сделать, как я называю, флажок. Подбираю необходимую мне длину. Это уже на вкус. И подклеиваю. Сначала примеряю. Здесь у меня будет перо и корона. Но у меня уже одна игрушка тут сделана, поэтому сделаем вторую. Бантик приклеен и приклеим флажок. Наношу клей и подклеиваю под углом флажок. И даю закрепиться. Теперь подклею перо. И когда я подклеиваю корону, вижу, что мне вот эти стразы мешают. Поэтому сначала я подклею перо, как мне надо. Затем отковыряю пару страз и подклею уже брошку. Так, примеряем, как нам нравится, чтобы примерно одинаково было. Наносим клей. И подклеиваем. Вот так. Даем закрепиться. Теперь примеряем камень. Если вы будете делать это сразу, то лучше не подклеивать вот здесь до конца. И вот сейчас я вот эти два камня отсюда отковыряю. Вот, может быть, даже еще один надо. Да, надо еще один. Поэтому, если вы будете делать, можете не доклеивать, потом уже приклеить. И вот теперь мой камень садится отлично.
Расправляем перья, потому что потом, когда приклеим, уже ничего не расправить. Наносим клей и подклеиваем. Даем закрепиться. Вот такие елочные шары у меня получились, и они просто потрясающие. Я в полном восторге. Это к голубому комплекту. Как только придут мои короны и некоторые материалы, я закончу, я обязательно поделюсь с вами. И совсем скоро у меня будут заготовки в покраске разных цветов. Заказала также много вот таких стразовых цепей на силиконовой основе. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Так хочется сказать, творите красоту вместе со мной. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.